Вот из такого мотора-редуктора мы будем делать сейчас лебедку для RC Trophy, если ее, конечно, можно так назвать. Этот моторчик с редуктором имеет очень миниатюрные размеры, что мне очень в нем нравится, и стоит на Алиэкспрессе около $2-4. После долгих раздумий, куда же его все-таки крепить, спереди, снизу, сзади или вообще в кузов, было решено вначале сделать корпус, а потом уже определиться с тем, куда его крепить. Что ж, поехали! Снимем размер, длину неподвижной части, вал, ширина, толщина. Сделано. Набросаем 3D-модель самого корпуса для лебедки. Начнем, пожалуй, с основания. Обрежем углы для придания эстетичного вида. Сделано, отлично. И надо не забыть об отверстиях. Четко. Ну и осталось самое основное, это стенки, которые будут держать неподвижную часть мотора-редуктора. Сделано. В продакшн. Печатаю, если что, я пластиком на 3D принтере Ender 3 Pro. Печатаю на пиве. Многие зожники со мной будут не согласны, но деталь, напечатанная на пиве, обладает особым шармом. Вот такую деталь мы получаем на выходе. Качество меня очень даже устроило. Она достаточно крепкая, аккуратная и без всяких подтеков. Сам моторчик с редуктором вошел в напечатанный нами каркас просто без всяких проблем. Сам же, как его называть, на который будет наматываться трос, у меня получился со второго раза. На видео я не снимал ни проектировку, ни печать. Добавлю лишь то, что чтобы вал нашего мотора-редуктора идеально вошел и держался на нем достаточно крепко, пришлось нагреть полупластик паяльником и уже на разогретый пластик запихивать туда вал. Сняв бампер с этой машинки, я понял, что идеально подходит вот эта нижняя юбка передняя. Как раз можно обойтись без сверления машинки, и идеально все крепится на винты. Но единственное, я не учел, что было бы неплохо добавить отверстие снизу основания крепления лебедки, чтобы трос сам продевался туда. Сделаем. И таким образом сейчас выглядит уже готовая лебедка. Давайте-ка ее прикрепим наконец на машинку и начнем испытание. Дело сделано. Так как аккумуляторы желтые, родные от этой машинки, сейчас находятся на подзарядке, я нагрузил ее мотком припоя, в котором сейчас около 200 грамм, и подключил к блоку питания, выставив на нем 4 вольта.
что ж, лебедка тянет без всяких проблем, без всяких усилий. Давайте продолжим наши испытания и найдем все-таки, попытаемся все-таки найти предел. То, что я сейчас делаю, не советую повторять никому дома, так как можно расхерачить в щи эту машинку, и вам будет от этого немного грустно. Для полноты эксперимента опустим ее раз и поднимем, и опустим до конца на колеса. Также было бы неплохо проверить это все в поле. В прямом смысле этого слова.